Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, у нас на повестке обзор главных трендов, а именно модная обувь осень-зима 2024-2025. И прямо сейчас мы с вами рассмотрим несколько основных направлений и самых топовых моделей на холодный сезон. Пусть за окном пока светит яркое солнце, а на небе ни тучки, ни облачка, но, возможно, уже совсем скоро в дверь постучится осенняя непогода с затяжным моросящим дождем, а там за ней и зимняя вьюга начнет свою свистопляску. Чтобы не оказаться в роли стрекозы из всем известной басни, давайте поспешим составить список покупок, в котором модная обувь займет, я уверена, почетное место. Ведь она чаще всего определяет стиль и характер нашего образа. Мой обзор обувных трендов, возможно, не самый полный, и вы всегда можете дополнить его, оставив комментарий под видео. Скажу огромнейшее спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. А мы начинаем. Первым делом определимся с цветом. Заявленный в начале года тренд на персиковый пух как-то совсем не вяжется с обувью на осень. Зато в лидеры уверенно вывелись глубокие винные оттенки и цвет спелой вишни, что широко представлено в коллекции от Gucci, Элизабетта Франки, Rabanne, Fendi, Chloé и многих других. Не меньший спрос обещают уже который сезон на обувь в шоколадной и рыжей гамме, в карамельно-коньячных оттенках, в числе которых ореховый, жженый миндаль. Такая палитра дает наилучшую ассоциацию с теплом и комфортом. На подиумных показах часто балом правил прекрасный красный, яркий, озорной, с задоринкой. Кто готов впустить смелый пылающий алый в свой гардероб, можно начинать модный эксперимент с обуви в динамичном, эффектном огненно-красном тоне. Следующее направление – вся гамма природных зеленых, я бы даже сказала мшистых оттенков. Один из них дизайнерская команда дома Gucci решила даже назвать тухлым гнилым. Варианты в модном зеленом найдем также в линейке Burberry, Ferragamo, Fendi, Dries Van Noten. Не будем исключать из списка светлую обувь. Да, не самый практичный тренд, но даже в холодный сезон один из самых востребованных, особенно в солнечный день. Вы можете выбрать, например, изящные белые сапоги марки Dior, либо элегантные молочно-кремовые мюли от Виктории Бекхэм. Остальные вариации цветовой палитры обувного ряда я, скорее всего, назову исключением, а не общим трендом. Во всяком случае, например, небесный голубой маловероятно станет массовой модной тенденцией на осень. Может быть, следующей весной. Увидим. Зато определенно набирает обороты леопардовый принт. Хищный пятнистый узор все чаще украшает не только одежду, но и стильную обувь. Бренд Dior предложил нам комфортные сапоги на низком ходу, а Donatella Versace традиционно остроносые лодочки на шпильке. Что касается обуви в черном цвете, эта вневременная классика едва ли когда-нибудь покинет подиум и, соответственно, наш гардероб. Среди интересных версий отмечу туфельки Mary Jane с лакированным блеском марки Valentino и в матовом тоне от бренда Miu Miu. Несколько слов по поводу металлизированных фактур. Если в предыдущем сезоне дизайнеры были увлечены золотом, то сегодня предпочтение отдано в пользу серебра. Причем главная ставка сделана на классические формы вроде лодочек и слингбеков. А теперь, мои дорогие зрители, давайте определимся с формой мыса и высотой каблука. Другими словами, поговорим о форме колодки. В большей части представленных на подиуме вариантов острый мыс явно в лидерах, что связано с желанием модной индустрии вернуть в приоритеты элегантность, женственность, привлекательность, сексуальность. Подобная обувь в сочетании с тонким каблуком смотрится очень эффектно, но вряд ли в нашей суматошной повседневности она заменит всеми любимые кроссовки. Чтобы следовать трендам и не лишать себя чувства комфорта, делаем выбор в пользу лишь слегка заостренного мыса и высоту каблука выбираем пониже. В топе нынче все версии Kitten Heels, как, например, туфли марки Carolina Herrera или замшевые сапоги Ulla Johnson. Не менее удачным решением в этом вопросе можно назвать комбинацию острого мыса, пусть и с высоким, но устойчивым каблуком. А вот к моделям на практически плоской подошве стоит подходить с большой осторожностью. Визуально длина стопы увеличится на размер, а то и на 2. Что касается квадратного либо круглого мыса, в новых коллекциях такой обуви тоже предостаточно. И этот факт однозначно радует, ведь как хорошо, когда нашим пальчикам максимально свободно, комфортно, что редко бывает в узких остроносых лодочках. В отличие от тенденций предыдущих сезонов,
ушли в прошлое агрессивная рубленная форма. В тренде нынче мягкий квадрат, а вот округлый нос стремится стать более вытянутым, чем в очередной раз подтверждает желание бренда вернуть модный образ элегантные женственные черты. Это стремление объясняет и нарастающую популярность танкетки. Она стала одним из лучших вариантов компромисса, соединив изящество высоких каблуков и удобство обуви на низком ходу. Когда-то попав в антитренды, танкетка вновь получила призовое место на Фэшн-Олимпе. Однако если у Burberry, Saint-Laurent мы видим более классическое прочтение тренда, то бренды Dries Van Noten, Valentino провели небольшой эксперимент и внесли свои коррективы в конструкцию. В первом случае форма стала изогнутой, во втором есть небольшой вырез, чтобы слегка обозначить каблук. Платформа. Сегодня в приоритете модели с платформой под носочной частью в дуэте с максимально высоким каблуком. Подобная обувь отлично дополнит яркий стильный наряд. К тому же она увеличивает рост и визуально удлиняет ноги. Но я очень сомневаюсь, что обувь на платформе, к примеру, как под маркой Gucci, Giambattista Valli или Balmain, станет частью нашего повседневного гардероба. Более реальные для жизни варианты я нашла только в коллекциях Chanel и Zimmermann. А вот модели на широкой рифленой подошве в холодный сезон актуальны как никогда. Особенно где дождь и слякоть – частые гости. Элизабета Франки рекомендует носить ботинки и туфли обязательно в дуэте с теплыми носочками. Обувь на толстой грубой подошве предложили и в коллекции дома Hermès. Объединив, по сути, байкерские ботинки и жокейские сапоги, бренд представил не просто стильную трактовку тренда, но еще и широкий выбор по цветовой гамме. В линейке на осень от Victoria Beckham вы найдете аккуратные лоферы, а новый креативный директор модного дома Александр Маквин дополняет образ яркими ботинками-вездеходами. В таких точно не страшен ни снег, ни гололед. Деловая обувь. С абсолютной уверенностью можно сказать, тренд долгоиграющий и был задан сеньора Миуччо Прадо еще пару сезонов назад. Но тогда на показе Miu Miu все внимание на себя перетянули кардиганы, заправленные в капроновые колготки. Зато сегодня Оксфорды, Дерби, лоферы, монки и подобные им всевозможные модели на низком ходу со шнуровкой и без заявляют о себе более громко. На мой взгляд, это удобная альтернатива классическим лодочкам в офис и более интересная замена кедам на каждый день. Кто-то называет тренд ностальгическим, вспоминая школьные годы и студенческую юность. Кому-то деловые туфли кажутся совершенно неженственными, ведь их явно одолжили из мужского гардероба. Впрочем, у дизайнеров есть один прекрасный совет – носите строгую обувь без лишней серьезности. Самые модные сапоги. В первую очередь я назову, конечно же, ботфорды, причем с максимально высоким голенищем. Никаких пальцев на руках и ногах в том числе не хватит, чтобы посчитать, как долго ботфорды держатся в трендах. Эффектные, с плотно облегающим ногу голенищем предложили дома моды Off-White, Stella McCartney, Jill Sander, Burberry. В линейке Chanel вы найдете великолепную замшевую версию с контрастным мысом из черной лакированной кожи. Однако было на подиуме и немало ботфортов с более свободным голенищем, иногда даже с довольно жесткой основой. Из интересного отмечу обувь марки Versace, где Донателлой затронута ковбойская тема, и еще сапоги-трубы от Gucci. В любимчиках также оказались жокейские сапоги, вдохновленные униформой наездниц. Пожалуй, это самая удобная модель сезона и, главное, очень универсальная. Как заверяют стилисты, жокейские сапоги подходят ко всему – от очаровательных платьев до расслабленных трикотажных костюмов. Свиферы или туфли с экстра длинным декором. Тренд явно не повседневный и уж точно не массовый, но для фоточек в соцсетях весьма привлекательный, так что моментально стал вирусным. Свое название получил по аналогии с брендом швабр, салфеток и щеток для уборки. Теперь обувь, которую украшают воздушные перья, лохматый мех или длинная бахрома, способна заменить бытовой инвентарь, в буквальном смысле сделать улицу чище. А вот владельцу, чтобы оставаться в чистоте в подобных подкрадулях-пушистиках, придется очень постараться. Фантазийный каблук. Каждый сезон дизайнеры стараются поразить нас своей креативностью. В прошлых коллекциях мы уже видели с вами, друзья, каблуки-фрукты, ножки старинной мебели, разбитые яйца, свечи, алые розы. Этот список можно продолжать бесконечно. Нынче нет подобного разнообразия.
Все внимание получила лишь обувь на кривом каблуке. Похоже, бренды решили испытать нас на прочность. Сохранять равновесие в моделях марки Loewe, Schiaparelli, Dries Van Noten, Tory Burch, Ferragamo будет ой как непросто. Завершить обзор модной обуви я хочу еще одним довольно спорным трендом – стоптанная потертая обувь. Кажется, она уже прожила целую жизнь, прежде чем попасть на подиум. Только обратите внимание, измятым, изрядно затертым здесь смотрится только верх. С подошвой все хорошо, без каких-либо следов эксплуатации и ремонта. Так что старые ботинки и сапоги, которые давно просятся в утиль, точно не подойдут. Ставку на якобы обувь с историей сделали в новых коллекциях бренды Miu Miu, Diesel, Coach. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? Да, в обувной моде прослеживаются основные тенденции, но разнообразие было, есть и будет. Ведь все мы разные, у нас разные вкусы, потребности, задачи, мы предпочитаем разную обувь. Как правило, именно она и задает образу настроение, стиль. Дизайнеры чутко стараются уловить наши потребности, пусть и не всегда их модные эксперименты бывают удачные. В одном из следующих выпусков ждем продолжения темы. Всем моим зрителям большое спасибо за просмотр. В комментариях к видео вы можете отметить, какие из представленных трендов вам нравятся, а какие точно не для вас. Красоты, позитива, нескучного дня и яркого, солнечного настроения!